Приветствую! Приобрел на AliExpress за $13.20 лот из 10 чистых Blu-ray дисков. Каждый диск объемом 25 гигабайт. 6 лет назад я покупал в моем городе такие диски по 60 центов, а в Китае они тогда стоили 67 центов. А уже в 2024 году в моем городе их совсем нет, а на AliExpress цена на них с учетом НДС и стоимостью доставки выросли в 2 раза. Поэтому вместо 20 дисков я смог купить только 10. Такой вот желтый конверт оценили в $11. В Беларусь доставили из Китая за 3 недели. Трек номер отслеживался. Вскрываю. В индивидуальной упаковке по 2 диска всего 10 штук. Заявлена скорость записи 12-кратная. Диски предназначены для однократной записи информации максимального объема 25 гигабайт. Их поверхность годится для печати изображения на струйном принтере. Конкретно я приобретаю их для сохранения кинофильмов в собственную фильмотеку, так как предпочитаю смотреть их в высоком разрешении, без рекламных пауз и не быть зависимым от скорости в сети передачи данных, которая в последнее время весьма нестабильна. А онлайн-трансляция еще и денег стоит. Внешняя сторона диска белая, под печать. На центральном отверстии диски имеют следующий номер. Рабочая поверхность диска вот такая вот черная, не золотистая. Есть у меня в пользовании 2 Blu-ray плеера Panasonic и 2 DVD плеера Pioneer и Philips. Недавно транслировался по телевизионному каналу фильм «Машина времени» 2002 года. Оказалось, что у меня его нет в коллекции, хотя в те годы я смотрел его в формате AVI. Сейчас он есть на торренте в формате BD-Remux. Я его скачал и хочу записать на один вот такой вот диск. Приступаю. Записывать буду с помощью внешнего Blu-ray привода LG BP50NB40, обзор которого можно посмотреть на моем канале. А в качестве программы для записи использую популярную ImageBurn. Запускаю программу. Значит, я уже подготовил Blu-ray диск, это 2 папки, BDMV и сертификат. Выбираю вот этот пункт, записать файлы и папки. Здесь добавляю папки. Вот этот проект. В закладке устройства можно увидеть, какое устройство для записи используется. Hitachi LG BP50NB40. Также информация по диску, 25 гигабайт свободных. Это конкретно диск Ritec. Поддерживаемые скорости 2, 4, 6, а не 12, как заявлял продавец. Файловая система UDF версии 2.6.0. Устанавливаю минимальную двукратную скорость для корректной записи этого диска. Нажимаю калькуляцию для подготовки диска к записи. Программа подсчитала, что информация займет на диске 91% его объема. Все готово. Старт записи. Окей. Все, погнали. Итак, диск записался корректно, без ошибок. Интересно то, что записанный диск Ritec считывает Blu-ray привод, на котором осуществлялась эта запись. Его также воспроизводит один из моих Blu-ray плееров Panasonic DMP BDT-460 2014 года выпуска. Но как видите, в начале имеется замирание видеоизображения, то есть оно становится на паузу, а далее воспроизведение плавное.
Киностудия Warner Bros. И DreamWorks Pictures представляют. Машина времени. В главной роли Гай Пирс. Теперь проверяю, читает ли этот диск бытовой Blu-ray плеер Panasonic DMP BDT-300. По-моему, 2010 года выпуска. Да, диск прочитан. Но при воспроизведении в самом начале фильма имеются артефакты. Киностудия Warner Bros. И DreamWorks Pictures представляют. Если переключиться на следующие сцены, то фильм воспроизводится без явных проблем. То есть при считывании данного диска имеются вот такие проблемы. И это при том, что данный Blu-ray плеер Panasonic DMP BDT-300 отлично воспроизводит все CD, DVD и Blu-ray диски из моей коллекции. Но все эти диски другого бренда, о котором я расскажу в новом видео. Неоднократно покупал на AliExpress такие диски Ritec объемом 25 гигабайт и 50 гигабайт и всегда получал такой же результат. Запись диска осуществляется без ошибок, однако при его воспроизведении всегда имеются артефакты. Или в начале считывания диска объемом 25 гигабайт, или при смене сцены и переходе на новый слой в дисках объемом 50 гигабайт. И вот в этом временном моменте есть замирание воспроизведения и дальнейший пропуск одной сцены. На причину, точнее одну из версий такого дефекта, меня подтолкнул отзыв пользователя на странице с этим лотом. Диск не бьет, балансировка качественная. Скорее всего, диск не точно центрирован при производстве. Известно, что компакт-диски, считываемые лазером, будь то CD, DVD и BD, пишутся в отличие от виниловых пластинок от центра к его краю. Поскольку в центре радиус дорожки меньше, то и требование к позиционированию лазера более высокое, чем с краю, где радиус дорожки приближается к полному радиусу самого диска. С проблемой последующего считывания я сталкиваюсь только у дисков Ritec и уже зарекся не покупать диски этого бренда. Вроде пишутся они без ошибок, и некоторые свежие устройства могут корректно считывать запись на таком диске, но в последующем при многократном проигрывании таких дисков эта проблема себя проявит. У меня есть на канале видеообзоры Blu-ray дисков Ritec, и вывод всегда такой. Не рекомендую к покупке диски этого бренда, любого объема, однослойные 25 гигабайт или двуслойные 50 гигабайт. Какие-то они ненадежные. Однако в данном лоте продавец не указал производителя этих матриц, поэтому я снова их купил. В описании к этому видео есть ссылка на данный лот, чтобы зритель его не приобретал. Я не рекомендую к использованию диски Ritec. Теперь нанесу печать с помощью струйного принтера Epson L8160. Есть у него такая функция и в комплекте нужный для диска лоток. Загружаю программу Epson Photo Plus. Создаю макет диска с изображением, скачанным с сайта kovrik.com. Готово. Теперь печать.
Ну, такие диски имеют белое матовое покрытие, чернила на него легли отлично, но изображение не очень контрастное и слабо насыщенное цветом. У меня есть диски с лучшими характеристиками печати. И подводя итог, скажу, что диски Retek, в данном случае объемом 25 гигабайт, имеют удовлетворительное качество покрытия для печати, а также удовлетворительное качество записи. Это не идеал. А я благодарю вас за просмотр, смотрите другие видео на моем канале и оценивайте их по собственным критериям. Буду рад новым подписчикам, которых на днях стало более 9000. Поэтому всем спасибо и до встречи на канале. Пока!